Сегодня ролик будет посвящен десятке очень крутых игр для твоего телефона или планшета. Я постарался подобрать только лучшие игры для тебя. Надеюсь, тебе понравится. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. И мы с тобой начинаем ролик. Интересная игрушка, которая местами напоминает тот же Майн, где вы выступаете в роли отважного рыцаря, задача которого открывать неизведанные миры. История возьмет свое начало на летающем острове, откуда вы отправитесь на поиски новых земель. Благодаря волшебному телепорту можно перемещаться между мирами, но для этого нужно сражаться с разнообразными монстрами. В игре предусмотрен крафт, а это значит, что вы сможете создавать для себя доспехи, оружие и другие нужные вещи. А боевая часть является смесью экшена и тактического РПГ, где придется быстро принимать решения и оттачивать свои способности по управлению своим персом. А к плюсам можно отнести возможность поиграть с друзьями. И, кстати, братишка, подпишись на телегу, и там, в случае чего, мы точно с тобой не потеряемся. Ссылочку найдешь, как всегда, в описании. Это у нас крутой порт, вышедший буквально недавно, действие которого разворачивается глубоко под водой, на другой планете. Тут открытый мир, наполненный опасностями и небывалыми существами. Вместе с главным героем вы сможете погрузиться в этот мир. Используя современное снаряжение и необычные подводные лодки, вы будете пробираться по морскому дну, изучать его обитателей, исследовать коралловые рифы, застывшие вулканы, темные пещеры и прочие мрачные локации. Вам будут попадаться не только странные и загадочные существа, но и подсказки из прошлых эпох. Они помогут раскрыть тайну заброшенной планеты и повстречать как дружелюбно настроенных, так и враждебных морских обитателей. Доступно 3 игровых режима. Это выживание, где персонаж будет испытывать жажду, нехватку кислорода и может погибнуть от голода. Свободный, где нет никаких ограничений. И творческий, где вы сможете спокойно исследовать затерянные земли, изготавливать оборудование и наблюдать за живыми существами. Лайк, можешь передать мне привет, пожалуйста? Илюха, всегда пожалуйста. Привет тебе. Игра, которая перенесет прямиком нас в детскую игру. Пол — это лава. Попробуйте пережить снова моменты суматохи от прыжков, карабкания, скольжения по поверхностям с видом от первого лица в обстановке, наполненной раскаленной лавой. Отправляйтесь сами или вместе с друзьями в это приключение. Здесь вам потребуется вся ваша сноровка и изобретательность. Покажите, на что способны, и преодолейте все препятствия на своем пути. Но что бы вы ни делали, ни за что не наступайте на пол. К особенностям игры можно отнести: объединяйтесь, завоевывайте миры в команде до 8 игроков в кооперативном режиме. Не останавливайтесь, бегите, прыгайте и не забывайте постоянно оттачивать свои навыки и исследуйте детально проработанное окружение. На самом деле игрушка доступна только для Apple девайсов, но есть отличный аналог для Android, а ссылочка будет также в описании. Популярный Fortnite и стал настоящим кладезем разнообразного контента. Давай рассмотрим несколько режимов, которые, на мой взгляд, прям кайфовые. Во-первых, выделим шутер. Теперь фанаты, которые мечтали ощутить дух КС в рамках культовой королевской битвы, могут насладиться мультяшным тактическим шутером, что довольно прикольно. В режиме баллистик делится на 2 команды по 5 игроков. Одна сторона закладывает точку разлома, это типа аналог бомбы, а другая пытается предотвратить ее подрыв. Следующий режим — это Lego Fortnite, открытый мир, где вам придется развиваться в формате выживания. Здесь все сделано из кубиков лего, а вместо противников вас поджидают агрессивные мобы, голод и тяжелые погодные условия. Играйте сами или с друзьями, побеждайте мобов, стройте убежища и добывайте ресурсы. Отличный режим для отдыха, отстроек и стрельбищ. Следующий режим — это Rocket Racer, захватывающий гоночный режим, где мы будем соревноваться на треках. Карты режима содержат разные сложные трамплины, что усложняет победу. Как раз следующая игра будет связана с гонкой. Кстати, братишка, и ты напиши в комментариях, какой режим в Fortnite, на твой взгляд, самый крутой. Будет интересно почитать.
всегда мечтали участвовать в гонках, где соревнуются водители заряженных авто, а прохождение этой игры заключается в том, чтобы преуспеть в карьере профессионального автогонщика. Вас ждут более сотни вариантов гоночных трасс, настройка видеокамеры, более 80 автомобилей, отличная графика, а между гонками доступен гараж, в котором можно будет улучшить свой автомобиль до нового уровня, чтобы оставить своих соперников далеко позади. После приобретения нового авто можно сразу приобрести весь необходимый тюнинг, а также она радует своей реалистичной графикой, качественно выполненными текстурами и высокой детализацией уровней, обеспечивающей полное погружение, а смена погодных условий еще более погружает в атмосферу непрерывных гонок. Из плюсов также можно выделить, это как и в 10-й строчке, возможность поиграть с геймпадом. Привет, Лайт, ответь на вопрос. Какой был твой первый ролик и про что он был? Первый ролик на канале был точно летсплей, но по какой игре уже не помню. Но ты можешь мне помочь вспомнить? Пиши свои варианты в комментариях, по какой игре все-таки был тот самый первый ролик. Это мрачный и популярный хоррор, в котором вы узнаете продолжение истории жуткой фабрики. По сюжету вам же предстоит продолжить расследовать внезапную пропажу всего персонала. Со временем станет ясно, что все они были съедены ужасными монстрами, с которыми вам придется сразиться, а по пути понадобится решить немало головоломок, чтобы найти необходимые предметы и пройти дальше. Механика игры довольно классическая, где вам в основном понадобится орудовать двумя механическими руками, которые нужно будет использовать для решения загадок и сражений. Графика тоже на уровне, помогает погрузиться в игровой процесс вместе с озвучкой, что порой даже может повергнуть в ужас. К особенностям игры можно отнести оригинальный сюжет, множество головоломок и эпичные сражения. Вы попадаете в мир, где хозяйничают ходячие мутанты и другие нелицеприятные создания. Причиной этому послужил неизвестный науке вирус, который с невероятной скоростью распространяется на огромные расстояния и поразил все живое. Вам в роли главного героя предстоит выживать в этой набитой врагами среде, где на каждом углу ждет опасность. Перемещайтесь по локациям либо один или в компании друзей и сражайтесь с врагами. А чем крупнее и сильнее ваша команда, тем легче вам будет освоиться. Ищите разнообразные ресурсы для крафта, создавайте убойное оружие своими руками. Однако не все недруги — это мертвяки. Будьте всегда начеку. В этом мире можно надеяться только на себя. Это приключенческий шутер, которых на мобилках не так много. Причем на движке Unreal Engine 4 с довольно красивой графикой. А события игры берут свое начало в 2036 году, где наша планета сталкивается с параллельным миром. Вы наряду с другими бойцами по изучению сверхъестественных объектов выдвигаетесь на поиски причины возникновения аномалий. Шелли, так зовут главную героиню, под нашим управлением столкнется с невиданными монстрами, над которыми ей предстоит одержать верх. А также можно будет использовать не только меч и оружие для атак, но и специальные умения типа психокинез и высвобождение энергии. Также порадует кастомизация, которая позволит наделить персонажа уникальным стилем и набором навыков. В целом очень круто, поэтому советую поиграть. Это приключение в пространстве Лего-конструктора. Поклонникам этого жанра игра точно должна понравиться. Постарайтесь пройти множество уровней в космосе, где вас ожидают битвы на бластерах и специальные онлайн-режимы. Каждая сцена по сюжету наполнена событиями и взаимодействует между героями. И все это совмещается с системой строительства из конструктора. Научитесь решать огромное количество головоломок. Можно будет изменять ход истории, исход Звездных войн. А играть можно как на стороне сопротивления, так и на стороне Первого Ордена. К особенностям игры можно отнести неплохая графика, кинематографичная сюжетная линия и бесконечные исследования в огромной галактике. GTA 3 является игрой, которая безумно вызывает ностальгию. Открытый для исследования мир и возможность взаимодействовать со всеми предметами скружили голову игрокам со всего мира в свое время. Главный герой истории – парень Клод. Он не произнес за все время ни одного слова. При этом его никто не называл по имени. Он смело может называться одним из самых загадочных персонажей серии GTA. Сюжет завязывается в тот момент, когда главного героя поймала полиция, а он вместе со своими сообщниками грабил банк, как в фильме про Оушена. При его транспортировке
транспортировки в тюрьму. На машину надзирателей было совершено нападение, а стечение обстоятельств позволило бежать. Новая жизнь начинается с работы у главы мафиози, а по мере прохождения наш герой приобретает значимость в этом криминальном мире. Если соскучились по GTA, то, пожалуй, сейчас лучшее время перепройти эту легенду. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это королевская битва в реальном времени, отличительной чертой которой является скоротечность матчей. Выглядит, правда, интересно, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лай. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.